Друзья, рада вас снова видеть на канале Записки пользователя или вы гениальны. Меня зовут Пульхерия. Сегодня праздник у любителей зефира. Да, друзья, мы приготовим с вами зефир. И это будет клубничный зефир. И если вы не любите зефир, то смею предположить, что вы никогда не пробовали зефир домашнего производства. Он разительно отличается от магазинного. И по своей структуре, текстуре, и по количеству сахара. В нем несколько раз меньше сахара, и он сохраняет аромат и вкус натуральных ягод и фруктов, которые мы будем использовать. И он совершенно натуральный. А сегодня у вас есть уникальная возможность узнать, что такое домашний зефир, и приготовить его вместе со мной. Есть две технологии приготовления зефира. Одна классическая, а другая заварная. У каждой технологии есть свои поклонники. И сегодня мы приготовим зефир по классической технологии, но она будет совершенно уникальна. Я думаю, аналогов нет. Обычно по классической технологии зефир готовят на яблочном пюре с добавлением фруктового пюре. И, к сожалению, очень часто яблоки не просто чувствуются, а доминируют во вкусе. А мы не будем с вами применять яблочное пюре и не будем уваривать ягодное пюре. И кроме этого, у нас будет минимальная термическая обработка клубники, поэтому она сохранит свой прекрасный вкус и волшебный аромат. И самое главное, этот зефир будет с пониженным содержанием сахара. В нем будет всего 400 граммов сахара. По нормативу нужно 800 граммов сахара. Зефир содержит сахар, но он совершенно не содержит ни одного грамма жира. Уменьшать это количество сахара нельзя, иначе вместо зефира вы получите жевательные конфеты. Друзья, мы сегодня с вами готовим клубничный зефир по классической технологии, но продолжайте меня смотреть, и в дальнейших выпусках будет клубничный зефир по заварной технологии. Поэтому подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам пришло оповещение о выходе нового видео. Все виды зефира у меня собраны в плейлист «Зефиры». Ссылку вы сейчас видите. Там собраны разные виды зефира, и некоторые из них совершенно уникальны. Такие виды зефиров дают только на очень дорогих кондитерских курсах. А у вас есть возможность посмотреть пока совершенно бесплатно рецепты этих зефиров. Но торопитесь, я планирую закрыть на некоторые виды зефира открытый доступ и сделать их платными. Для приготовления зефира нам понадобится клубника 280-300 граммов, клубника в свежем или замороженном виде. Из нее мы приготовим 250 граммов клубничного пюре, 2 порции сахара, порция на 100 граммов, она предназначена для белков и яиц, и порция на 300 граммов, она предназначена для сахарно-агарового сиропа. Агар-агар 10 граммов, агар из супермаркета, он считается силой 600 блю. Агар без добавок. Белки яиц 56-60 граммов. Это 2 белка яиц первой категории. Пектин 10 граммов. У меня яблочный пектин, но можно брать и цитрусовый. Щепотка соли, щепотка лимонной кислоты. Клубнику перекладываем в стакан и пробиваем ее блендером. Клубничное пюре перекладываем в кастрюлю и ставим на плиту. Нагреваем клубничное пюре до теплого состояния, градусов до 40. Пектин добавляем 1 столовую ложку сахара, беря ее из 100 граммов, и тщательно перемешиваем. Нагрев клубничное пюре до температуры 40 градусов Цельсия, струйкой, дождичком сыпаем пектин и тщательно размешиваем. Продолжаем дальше мешать и доводим клубничное пюре до закипания. Клубничное пюре закипело, варим 1 минуту и снимаем. И теперь, друзья, сняв с плиты клубничное пюре, убираем его на 15 минут в морозильную камеру. Оно нам нужно холодным. И пока у нас остывает клубничное пюре, подготовьте инвентарь. Вам нужен поднос или противень, на который надо положить лист пергаментной бумаги. На пергаменте нарисуйте круги. Это контуры вашего будущего зефира. Размер произвольный. У меня достаточно крупный, 6,5 см. Кроме этого, нам понадобится большой кондитерский мешок. Кондитерский мешок из плотного материала не менее 45 сантиметров. Насадка «Звезда». У меня французская звезда. Не обязательно брать такую насадку.
Нужно брать любую звездчатую, 1Б, 1А и так далее. Кроме этого понадобится стакан, в который надо поставить кондитерский мешок. И еще нам нужна лопатка, которую вы будете перекладывать зефирную массу в кондитерский мешок. И также нам понадобится миксер. Этот зефир можно готовить как на стационарном миксере, так и на ручном. Друзья, клубничное пюре охладилось, и теперь в дежу миксера мы добавляем белки яиц, 100 граммов сахара, щепотку соли и охлажденное клубничное пюре. И мы будем с вами делать, у кого планетарный миксер, два действия одновременно. Взбивать белки в клубничном пюре и варить сахарно-агаровый сироп. У кого миксер ручной, то сначала взбивает белки вместе с клубничным пюре. Взбивать нужно до устойчивого состояния. Вы должны перевернуть чашу, и ничего из нее не должно выпадать. Теперь в кастрюлю с толстым дном мы добавляем 180 мл воды и весь агар и ставим на плиту. Агар мешает непрерывно, иначе он пристанет ко дну. Агар превратился в гель, и теперь мы сюда в кастрюльку добавляем 300 граммов сахара. У кого ручной миксер, к этому моменту к варке сиропа взбил белки яиц с клубничным пюре. А у кого стационарный, мы будем включать миксер, как у нас закипит сахарно-агаровый сироп. Сахарно-агаровый сироп мы варим до температуры 110 градусов Цельсия или проба на тонкую нить, у кого нет термометра. Я покажу. И этот горячий сироп при температуре достижения 110 градусов мы будем вливать в пюре с белками яиц, которые в это время продолжают взбиваться. Но они уже в готовом состоянии, в стабильном. Я покажу это состояние. Сироп уже закипел, я включаю миксер. Взбив до побеления, наша масса приобретает бледно-розовый цвет. Мы добавляем щепотку лимонной кислоты и продолжаем дальше взбивать. Друзья, я вам показываю степень готовности нашего пюре, как мы должны его взбить к моменту вливания сиропа. Переворачиваем чашу, и из нее ничего не выпадает. Продолжаем дальше взбивать на низкой скорости. Мы достигаем температуру 110 градусов Цельсия, показываем тонкую нить, поднимаем лопатку, и из нее течет тонкая непрерывная ленточка. 110. Горячий сахарно-агаровый сироп вливаем медленно, не широкой струйкой и не попадая на винчик миксера. Миксер работает на скорости 2/3 от максимальной. Влив сироп, миксер включаем на максимальную скорость и взбиваем до охлаждения зефирной массы до 50 градусов Цельсия. Готовую зефирную массу перекладываем в кондитерский мешок. Охлаждение зефирной массы до 50 градусов Цельсия необходимое ее условие готовности, но недостаточно. Готовая зефирная масса должна отделяться от стенок чаши миксера, и в ней должны образовываться полости. Кондитерский мешок держим перпендикулярно столу и отсаживаем зефир в форме завитков. Друзья, зефир отсадили. Теперь отправляем его на стабилизацию от 6 до 12 часов. Время стабилизации зависит от температуры и от влажности воздуха. Встретимся позже. Друзья, зефир стабилизировался. Правда, его стало меньше. Ведь самое главное в этом домашнем зефире, а особенно в клубничном, не приготовить зефир. Самое сложное – дождаться стабилизации и его не съесть. Я зефир никогда не посыпаю, вы знаете, сахарной пудрой. У меня нет такой необходимости, он у меня долго не хранится, и стабилизация у него прекрасная, он обычно к рукам не липнет. А вы, мои дорогие, можете это сделать. Ну что, снимаем зефир, соединяем по половинкам, кладем на блюдо и будем с вами дегустировать. Друзья мои, наш превосходный, восхитительный, чудесный клубничный зефир, созданный по уникальной технологии, полностью готов. Можно пить чай, кофе, приглашать друзей и хвастаться произведением, сделанным вашими руками. Меня огорчает только одно, что камера, к сожалению, не передает натуральный цвет зефира. А это его натуральный цвет, ведь мы не добавляли никаких красителей.
Это настоящий яблоневый цвет. Неблагодарное дело описывать вкус этого зефира. Единственное, что я смогу сказать, что вкус у него на границе мало сладкого и умеренно сладкого. Невероятный аромат клубники и чудесный ее вкус. Они полностью сохранены. А какая структура? Более нежной структуры я не встречала. Вы подносите штучку зефира ко рту и ощущаете этот головокружительный аромат. Откусываете кусочек, и зефир у вас просто тает во рту. Вы съедаете одну зефирину и не замечаете, что вы ее съели. Только ощущение счастья и восторга. А когда попадаются очень мелкие косточки клубники, то это наивысшее наслаждение. Поверьте мне. А ваша рука непроизвольно тянется за следующим штучкой зефира. Попробуйте, приготовьте, и вы убедитесь в этом сами. И у вас он обязательно замечательно получится, потому что вы гениальны. Дорогие друзья, любители зефира, у меня сейчас на монтаже находится 5 видов зефира, которые я еще не выпускала. И они достаточно уникальны, а некоторые совершенно уникальны. Но, мои дорогие, у меня канал не только о зефире. У меня канал с разными рецептами, поэтому они чередуются. И на монтаже у меня сейчас 18 видео. Я не могу вам сказать, что я их выпущу быстро. Должно совпасть несколько факторов. Это мое свободное время, наличие в достаточном количестве и желание потратить свое свободное время не на себя, не на свои развлечения, а на монтаж и выпуск видео. Поэтому, мои дорогие, мне нужен стимул, чтобы было желание выпускать, монтировать и тратить свободное время на выпуск видео. Поэтому рекомендуйте канал своим друзьям, делайте репосты видео, делитесь им в социальных сетях и ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и вам придет оповещение о выходе нового видео. А с вами была Пульхерия. Я надеюсь, мы с вами встретимся в новом видео. До новых встреч, друзья! Но это еще не все. Сейчас я вам покажу разрез нашего зефира. Вот такая нежная, воздушная и упругая структура.